Всех рад приветствовать, дорогие фанаты Slendy Tubis. И это первое внеплановое видео на этом канале, но не волнуйтесь, на выход следующего оно не повлияет. И, как вы могли понять по названию, мы наконец-то дождались. Да, это не Апокалипсис DLC, который, конечно, отменили, но да неважно. Это что-то в 1000 раз лучше. А точнее, новая игра. С новой стилистикой, название которой Slendy Tubis Миры. Пока что анонсировали только трейлер, ну и ответили на пару вопросов. Сегодня мы разберем все это. Усаживайтесь поудобней, заваривайте чай, и мы начинаем. Сразу говорю, если вы не смотрели трейлер игры, советую посмотреть. Ссылку на оригинальный трейлер вы найдете в описании. Ну, а если вы не знаете английского, я передаю. Ссылка на него опять же в описании. Там много и других полезных ссылок. Ну, или если вам лень заходить в описание, вот, в правом верхнем углу появилась. Не видите? Вот я стрелочкой показываю. Она уже пропала. Ну, ладно, неважно. Продолжаем. Как я говорил ранее, разработчик ответил на часто задаваемые вопросы и оставил свой комментарий по поводу этой игры. Предлагаю послушать. С днем рождения, Slendy Tubis 3! Большое вам всем спасибо за 100 тысяч подписчиков. Когда я только начинал разработку игр, я никогда не ожидал иметь такую аудиторию или создать такое замечательное сообщество. За эти годы я встретил много удивительных людей. Ничто не делает меня счастливым, чем видеть, как вы, ребята, наслаждаетесь контентом, который мы делаем. Без лишних слов, вот первый взгляд на Slendy Tubis Миры. Вот несколько ответов на самые часто задаваемые вопросы. Что за игра? Slendy Tubis Миры — это спин-офф. Игра с открытым миром, в которой сообщество ZeoWorks может играть, чтобы общаться, создавать новые события, продолжать историю с того, что происходит после, и многое другое. Это мультиплеер. Да, Slendy Tubis Миры будет иметь 3 выделенных сервера. Любое количество игроков может присоединиться к одной локации одновременно. Даже 100 игроков сразу. Что это за художественный стиль? Это не кажется устрашающим. Художественный стиль вдохновлен вот этой игрой. Очень справедливо будет сказать, что это уводит от устрашающей стороны Slendy Tubis. Однако я чувствую, что как разработчик важно работать с различными художественными стилями. На мой взгляд, не все игры серии должны выглядеть одинаково. Slendy Tubis Миры дала мне возможность работать в новых творческих направлениях, которые мне очень понравились. Это не значит, что в игре не будет элементов ужаса. Еще как будут. Ожидайте, что будете бороться за свою жизнь. Что это за история? История продолжается после событий Slendy Tubis 3. Вы играете за своего собственного оригинального персонажа с вашим собственным уникальным фоном и работа с главными героями, чтобы остановить вторжение новорожденных. В конечном счете, игра делается для удовольствия. Что ж, и как мы могли понять по словам Шона, действие игры происходит через много месяцев после конца 3-й части. Мы будем отыгрывать роль себя, и вы сами можете выбирать свой характер и все остальное. Можно взаимодействовать с главными героями. О ком он имел в виду, мы узнаем после выхода игры, так как пока ничего не известно. И знаете, чем-то это напоминает РП. В трейлере мы могли заметить знакомые локации, а точнее Майнленд, Аутскерты, горы, школа, станция и, скорее всего, помещение, с которого начинается кампания 3-й части. Когда нам демонстрируют станцию, мы можем увидеть работающих телепузиков. И это еще одно подтверждение тому, что это похоже на РП. Скорее всего, повторяя слова шведа, здесь можно будет взаимодействовать с ними. Ну, с компьютерами этими вашими. Еще добавили эмоции. Отказались ли от чата или нет, этого мы пока не знаем.
И да, если вам интересно послушать мое мнение, мне очень понравилось. Лучшая игра в мире. Несмотря на мультик... Но, скорее всего, идей насчет карты тоже все неоднозначно. Будут ли это карты по отдельности, как предложили? Или, скорее всего, будет одна карта с большими локациями. Это вероятнее всего. Если они увеличили стандартные карты в размерах, с людям одновременно играющим там будет тесновато. И это пока все, что мы знаем про новую игру. Если я где-то ошибся или про что-то забыл сказать, напишите в комментариях. Или если у вас есть свои догадки, что будет в новой игре, пишите в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и про колокольчик не забывайте, чтобы не пропустить ни одного моего ролика. Ну а с вами был Спрэнс, и всем пока.